В Туркменистане ужесточают контроль над внешним видом женщин. Теперь власти ведут борьбу не только на улицах, в салонах красоты, в высших учебных заведениях, но и в государственных учреждениях и на предприятиях. Следят за внешним и моральным обликом сотрудниц специальные инспекционные группы. Чиновники предупреждают, что женщины, нарушившие правила нравственного поведения, будут уволены. К примеру, во время проверок преподавателей, воспитателей и медицинских работников, проверяющие потребовали впредь носить только национальные костюмы, платья с длинными рукавами и платки. Кроме того, комиссия требует перекрасить светлые волосы в темный цвет. Женщинам запрещается носить накладные ресницы, ногти, надевать открытые и облегающие платья. Кроме того, им нельзя на работе носить украшения, серьги и кольца. А на специальных собраниях, которые начали проводить с недавних пор, нарушительниц выводят на сцену и публично оскорбляют нецензурной бранью. В некоторых учреждениях нерадивых сотрудниц заставляют писать объяснительные письма с таким содержанием: «Мы впредь не будем нарушать запреты и станем примером для подражания для своих детей». Работницы бюджетных организаций очень недовольны этими ограничительными мерами. Но, опасаясь увольнения в условиях массовой безработицы, они воздерживаются от открытого выражения недовольства. Почему-то, когда они снимают репортажи для государственного телевидения, они отбирают женщин, которые ухаживают за собой, а теперь нас называют испорченными. Как это понимать? Ведь нравственность не зависит от того, какое платье ты носишь, или от ногтей и ресниц. Нравственность должна быть внутри человека. При этом сообщается, что к женщинам, работающим в сфере культуры, музыкантам, работницам телевидения, не применяют таких ограничений, так как они являются частью пропаганды. Ограничения и запреты в отношении внешнего вида женщин начали ужесточаться с приходом к власти Сердара Бердумухамедова. По всей стране закрыли десятки салонов красоты. Женщинам запретили носить накладные ресницы, красить ногти, поправлять брови, наряжаться в облегающую одежду, короткие платья и юбки, шорты, пользоваться косметикой, красить волосы в светлые тона, набивать татуировки, делать косметические процедуры, такие как увеличение губ, эпиляция и многое другое. Сложившуюся ситуацию многие граждане Туркменистана предпочитают не комментировать, опасаясь наказания со стороны властей. К сожалению, духовный орган страны парализован и равнодушен к тому, что происходит. Безусловно, люди в растерянности от того, что им навязывают, не объясняя, зачем этот выборочный дресс-код. В этой ситуации важно было бы использовать потенциал местных богословов для обоснования вводимых мер с точки зрения ислама. И здесь важно, чтобы дресс-код был невыборочным. Но, видимо, власти опасаются связывать свои действия с религией. А ведь давно пора всем понять и признать, что в исламе решение всех проблем и счастье в обоих мирах. Ассаламу алейкум, друзья. Меня зовут Кумар Мухамедзянов. Я предприниматель, инвестирую на фондовом рынке с 2005 года и с 2012, по милости Всевышнего, живу на дивиденды и пассивный доход. Специально для зрителей Алиф ТВ я расскажу, как выйти из долгов и создать свой капитал. Как накопить на свои мечты, инвестируя в халяльные инвестиционные инструменты. Какие законы денег делают богатых богатыми? Что вам нужно начать делать именно сейчас, чтобы через 5-10 лет сказать: «Я финансово свободен». Все это на моем бесплатном мастер-классе. Регистрируйтесь.